Итак, сегодня мы с вами погрузимся в особенности и тонкости посещения Вечного города. Рим, конечно же, не нуждается в представлении, ведь почти каждый человек в той или иной степени знаком с ним и его историей. В этом выпуске я, как обычно, поделюсь с вами всеми аспектами, нюансами путешествия, только на этот раз в Рим. И отвечу на важные и не очень вопросы, которыми обычно задаются люди при планировании поездки в столицу Италии. Бонжорно! Для начала немного вводной информации. Наше рандеву с Римом приключилось в декабре, а именно на рождественские праздники, и продлилось 4 дня. Что, на мой взгляд, одновременно и минимальное, и оптимальное количество дней для первого знакомства с ним. Забегая наперед, скажу, что Рим на Рождество — это и хорошо, и местами не очень. Ну, а прежде чем мы приступим к деталям, давайте немного освежим ваши знания о Риме. Я, конечно, не буду особо углубляться в его историю, так как это не тема этого видео, но вот несколько общих, но интересных фактов. Рим — это столица и крупнейший город Италии, где проживает около 3 миллионов человек. Рим — один из древнейших городов на нашей планете и, по легенде, был основан в 753 году до нашей эры. Правда, некоторые источники утверждают, что это было еще ранее. Рим часто называют вечным городом. В основном это продиктовано тем, что на протяжении долгого времени он неизменно остается культурным и историческим центром. А впервые такой термин в отношении Рима был использован римским поэтом Альбием Тибулом еще в 1 веке до нашей эры. Еще Рим называют городом на 7 холмах. Это связано с тем, что первые поселения были основаны на холмах, которые возвышались над болотистыми низинами у реки Тибр, на берегах которой и расположен Рим. Рим входит в топ-10 самых популярных и посещаемых городов мира, что, как нетрудно догадаться, не добавляет комфорта при его посещении. Латинский язык, на основе которого создан итальянский и некоторые другие языки, происходит из Древнего Рима. Расхожее выражение «все дороги ведут в Рим» возникло в связи с обширной сетью дорог, построенных во времена Римской империи. Их общая протяженность в то время составляла более 80 тысяч километров, примерно столько же в современной Румынии сейчас. Это решение, кстати, очень поспособствовало расцвету самой Римской империи. На территории Рима расположен Ватикан, который, безусловно, является мировым центром католической церкви, а также буквально является кладезем всевозможных предметов искусства. Сегодня Рим — это не просто древний город, а скорее бренд, который притягивает туристов со всего мира из-за своей архитектуры, искусства и гастрономии, а также обладает своим особенным вайбом. Все это вместе и влечет многих получить здесь свои собственные римские каникулы. Ну а теперь давайте перейдем к нюансам организации этих самых каникул. Думаю, раз вы смотрите это видео, то вопрос, а стоит ли вообще ехать в Рим, у вас не стоит. И это верно, Рим хоть раз в жизни нужно увидеть. Скорее всего, у вас стоят вопросы, как и когда это лучше сделать. Начнем с когда. Так как Рим — это не пляжный курорт и здесь не особо холодные зимы, то с точки зрения погоды запретительного сезона нет. Комфортнее всего, конечно, это сделать, когда не сильно жарко, не так много туристов, а именно в периоды с апреля по июнь или с сентября по ноябрь. Но, как показала практика, в декабре вполне возможно. Просто не так тепло, много туристов и цены на Рождество несколько выше. Но в Европе почти везде так в это время. Но бонусом станет новогодний антураж, который в Риме, к слову, на уровне. Следующий популярный вопрос, а на сколько дней стоит приехать? Я бы ответил, что приезжайте настолько, насколько у вас получается. На любое количество дней в Риме можно найти занятия. Идеальным сроком будет неделя, это позволит посмотреть практически все в неспешном режиме. Ну, если ее нет, то визит на 3-4 дня будет оптимальным решением. Теперь давайте уделим внимание транспортным вопросам и начнем с аэропорта. В Риме их 2, но подавляющая часть всех рейсов, включая наш, прилетает в аэропорт имени Леонардо да Винчи, который находится в 30 километрах от центра Рима в городке Фьюмичино. Сам аэропорт весьма большой и современный, и совсем недавно в нем проводили реконструкцию. Чтобы добраться из аэропорта в город, у вас несколько вариантов. Первый — это Uber. Цена на поездку из и в аэропорт фиксированная и составляет 50 евро. Мы на этот вариант и рассчитывали, но вечер сочельника был против. Единственным доступным вариантом в тот момент был тариф Uber Black за 250 евро, что перебор уже как по мне, так что мы воспользовались вариантом номер 2. И это поезд Leonardo Express, который довез нас до центральной станции Термини. Время в пути составляет 40 минут и стоит 14 евро в один конец со взрослого. Поезд современный, чистый, комфортный. Рекомендую. Ну и есть третий вариант — автобус. Я, честно говоря, не сильно вникал, но это самый бюджетный вариант и будет стоить около 6 евро с человека. Время в пути займет больше часа. Можно, конечно, еще арендовать авто, но это не лучшая идея в Риме, так как проблемы с парковкой и разнообразными зонами, куда въезд воспрещен, да и пробки в Риме никто не отменял. Плюс по большей части вы в Риме будете ходить пешком, а на крайний случай есть такси и общественный транспорт. В общем, машина в Риме не нужна.
транспортом более-менее разобрались, и теперь перейдем к чуть более сложному вопросу, а именно в каком районе Рима лучше всего остановиться. Начнем с того, что в Риме множество отелей и апартаментов на любой вкус и кошелек. И в первую очередь при выборе конкретного я бы ориентировался на свой бюджет. Средняя цена за хороший вариант составит 200-300 евро за ночь. Бюджетный сегмент будет в диапазоне 100-200 евро. Ну а в категории премиум стоит ориентироваться на бюджет от 400 евро за ночь. Теперь давайте перейдем к районам. Так как практически все основные достопримечательности Рима сосредоточены так или иначе в широком центре, то логично выбрать жилье в одном из центральных районов, чтобы не тратить время на дорогу, добираясь к ним. Тем более, что вариантов здесь предостаточно. И вот 6, которые я бы рекомендовал рассматривать. Первый и самый предпочтительный, на мой взгляд, особенно для первого визита, это центр Сторика. Остановившись здесь, вы будете в самом центре, и все главные места у вас будут в пешей доступности. За центральное размещение придется заплатить немного дороже, но оно того стоит. Из минусов в отдельных кварталах он может быть шумноват. Следующий Монти. Это один из самых старых районов Рима. Примечателен он в первую очередь бурной ночной жизнью, продиктованной обилием баров и ночных клубов. Также по соседству с ним расположен Колизей, и есть шанс получить номер с видом на него. Третий это Эсквилино. Его еще называют Термини из-за расположенного там одноименного ЖД вокзала. Славится он большим выбором бюджетного жилья и недорогих ресторанов. Здесь вы найдете немало вариантов в бюджете до 100 евро. Район этот довольно шумный, грязный и не очень безопасный. Четвертый это Кампо Марцио. Это один из элитных районов Рима. Здесь расположены площадь Испании, Испанская лестница, а также большое количество модных бутиков и великолепных отелей. Но все это, конечно, отображается на цене. Номер 5 это Прати. Находится он по другую сторону реки и несколько удаленно от центральных достопримечательностей Рима. Но с другой стороны удобно соседствует с Ватиканом и замком Святого Ангела. Район этот новый, тихий, респектабельный и безопасный, а его удаленность от центра позитивно сказывается на стоимости проживания. Ну и номер 6 это Трастевере. Также находится через реку и расположен рядом с Ватиканом, но несколько ближе к центру. Это один из самых древних и колоритных районов Рима, который сохранил свою аутентичность и по сей день. Узкие мощенные улочки, много зелени, очень вкусные и недорогие рестораны – вот его основные характеристики. Он пользуется популярностью, поэтому проживание в этом районе не будет особо бюджетным. Мы же остановили свой выбор на историческом центре ввиду его удобного расположения. Так как большинство номеров в римских отелях маленькие и с нами в путешествии были дети, то выбор был сделан в пользу апартаментов. Расположены они на Виа Джулия в 10 минутах ходьбы от площади Навона в таком вот хорошо сохранившемся здании. Сама квартира очень стильная, в хорошем состоянии, а дизайн выдержан в традиционном римском стиле. Из минусов это нехватка дневного света, а также отсутствие отопления, хотя это обычная история для Рима. Арендовали мы ее при помощи сервиса Airbnb и стоила она 290 евро в сутки. В целом нам понравилось и могу рекомендовать. Ну что, с базовыми вопросами разобрались, и самое время перейти к прогулке по Риму, ведь это именно то, ради чего все сюда и приезжают. А пока я буду вам рассказывать о римских прелестях, вы можете подписаться на канал, если еще не сделали этого. Итак, наш первый день мы решили начать с Пьяцца Навона. Это одна из самых популярных площадей в Риме. Изначально на ее месте в первом веке функционировал стадион, на котором проходили разнообразные спортивные соревнования тех времен. Стадион, к слову, вмещал до 15 тысяч зрителей, что довольно внушительная цифра для той эпохи. С течением времени стадион трансформировали в площадь, и там стал располагаться городской рынок, а также проводили разнообразные общественные собрания, фестивали, ярмарки и даже казни. Сегодня это популярная туристическая достопримечательность и центр городской жизни, где собираются люди, чтобы насладиться архитектурой площади, а также ее фонтанами. Центральный из которых называется фонтан четырех рек, который символизирует главные реки четырех частей мира, а именно Ганг, Нил, Дунай и Ла-Плата. Главным зданием площади является базилика Сан-Аньезе-ин-Агона. Она, конечно, имеет глубокую историческую подоплеку, впрочем, как и остальные здания площади, но не будем углубляться. В целом площадь как площадь, коих много как в Риме, так и в других городах Старой Европы. Стоит заглянуть, но долго вы тут вряд ли задержитесь. Следующим пунктом нашей прогулки стало величественное здание Пантеона, что расположено в 5 минутах ходьбы от площади. Но прежде чем перейдем к нему, хочу порекомендовать вам бистро Аль Пантеон. Это достаточно типичное, но неплохое римское бистро. Кухня пристойная, цены адекватные и удобное расположение у Пантеона. Стоит заглянуть при желании.
Но вернемся к Пантеону. Скажу сразу, его точно нужно увидеть вживую. Это весьма уникальное сооружение и, на мой взгляд, стоит в одном ряду с другими важными римскими реликвиями, такими как Колизей и собор Святого Петра. А насладиться его величием существенно проще и к тому же бесплатно. Интересен он как снаружи, так и внутри. По своему предназначению это древний римский храм, который был возведен в 128 году нашей эры как храм всех богов. Но в 609 он был преобразован в христианскую церковь. Это наиболее хорошо сохранившийся образец античной римской архитектуры. Они практически ровесники с Колизеем, но последний выглядит существенно хуже в наши дни. Отличительной особенностью Пантеона является его купол. Это самый большой неармированный купол в мире и по всем законам уже должен был обрушиться, но пока еще он полон сил. Венчает купол отверстие, называемое окулюс, которое является единственным естественным источником света. Его также называют глазом Божьим. Кстати, в Пантеоне находится могила великого итальянского художника Рафаэля, а также еще 12 других знаменитых и выдающихся личностей Италии. Еще одним примечательным объектом возле Пантеона оказался вот этот вот фонтан-обелиск. Помимо его очевидной архитектурной красоты и ценности, интересна его историческая подоплека, которая намного древнее, нежели сам Пантеон. Дело в том, что обелиск этот родом из Египта и был создан еще в эпоху Рамзеса II, а это на секундочку 8 век до нашей эры. А доставлен в Рим он был в качестве трофея после завоевания римлянами Египта в 31 году до нашей эры. В общем, Пантеон — это абсолютный маст в Риме. Далее мы направились в сторону фонтана Треви, но по дороге на себя обратила внимание базилика Сан-Иньяцио, и в ней есть кое-что интересное. Расположена она на небольшой одноименной площади, которая почему-то мне понравилась. Ничего прям особенного, но тамошние здания, особенно вот эти двери с ручками, мне приглянулись и заставили достать камеру. Но давайте вернемся к базилике и заглянем внутрь. В целом она похожа на многие другие церкви в Италии и также впечатляет внутренним убранством. Помимо религиозной составляющей, у нее есть свои две фишки, ради которых стоит сюда заглянуть. Первое — это так называемый перспективный купол. Он выполнен по особой технике, которая создает эффект глубины, хотя на самом деле это просто холст. Это само по себе впечатляет, но не менее впечатляет и факт того, что создан был еще аж в 1694 году. А вторая особенность, ради которой выстроилась очередь, это еще одна оптическая иллюзия. Ее можно увидеть при помощи обычного зеркала. Заглядывая, собственно, в зеркало, вы видите фреску на своде церкви, но в формате 3D, если можно так выразиться. В общем, интересное место, рекомендую заскочить сюда, если будет по пути. Далее еще 5-минутная прогулка, она, к слову, проходила в попытке не купить ненужных сувениров, а лотки с ними представлены в особенном изобилии на улицах, прилегающих к одному из самых распиаренных мест города. В общем, встречайте главный фонтан Рима — Треви. Фонтан Треви не только одно из самых популярных мест Рима, но и входит в топ-5 самых посещаемых фонтанов мира, наряду с его более молодыми коллегами из Дубая и Лас-Вегаса. В Риме, кстати, аж 1352 фонтана, так что и дома у него конкуренция немалая. Но все это не мешает ему собирать толпы желающих понаблюдать за его красотой, хотя, на мой взгляд, его ценность несколько переоцененная. И лично мои впечатления от фонтанов у Бурдж-Калифы и отеля Белладжио оказались намного более сильными. Популярность Треви во многом, конечно, продиктована его медийностью. Он неоднократно принимал участие во многих популярных фильмах и благодаря этому стал настоящим символом Рима. Не менее популярным обрядом среди его посетителей стал обычай бросать монетку. И тут есть прям целый ритуал. Если хочешь вернуться в Рим, брось одну монету. Если хочешь влюбиться, брось 2 монеты. Ну а если хочешь жениться, то тогда с тебя 3 монеты. Но все это обязательно правой рукой и через левое плечо. Такие вот здешние условности. Явление это настолько массовое, что ежегодно таким образом в Треве оказывается около 1 миллиона евро. А в 2016 году и вовсе накидали рекордные 1,4 миллиона евро. Все собранные средства, кстати, идут на благотворительность. Фонтан крайне редко бывает в одиночестве, поэтому приготовьтесь разделить его со многими другими людьми. Или же приходите пораньше. В общем, место, конечно, культовое, скорее нужно посетить, но меня он не особо впечатлил. Ну а завершить первый день наших римских каникул мы решили в не менее культовом для Рима месте, а именно на площади Испании.
Ну и давайте разберемся, что там примечательного. Собственно, площадь Испании и Испанская лестница, что расположена там же, это еще два популярных и важных места в Риме. Они также избалованы вниманием как самих римлян, так и туристов. Так же, как и фонтан Треви, они облюбованы кинематографистами, и здесь снималось немало фильмов. Самый известный из них, пожалуй, это «Римские каникулы» с Одри Хепберн. Так же, как и многие другие объекты Рима, они имеют обстоятельную историю возникновения, но я лишь слегка ее коснусь. Свое название площадь получила благодаря находящемуся здесь дворцу Испании, в котором с 1674 года работает испанское посольство, и оно считается старейшим посольством в мире. А Испанская лестница была сооружена по заказу французского кардинала, дабы соединить посольство Испании и церковь Троицы, которая размещена наверху и когда-то принадлежала Франции. Сегодня и площадь, и лестница — это популярные места досуга горожан и гостей Рима. Здесь довольно часто проходят разнообразные шоу, концерты и модные показы. Последние проходят благодаря сосредоточению в этом районе большого количества бутиков от ведущих мировых домов моды. Они, кстати, по случаю рождественских праздников соревнуются в украшении своих фасадов, а также в создании разнообразных тематических инсталляций. Все это, нужно сказать, выглядит весьма красиво и эффектно. Еще одним важным элементом площади является вот этот вот изящный фонтан, называется Баркаччо. Он символизирует севшую на мель лодку во время наводнения, которое как-то случилось в Риме в 1598 году на Рождество. Также хочу вам порекомендовать здесь еще одно культовое место, и это чайная Бабингтонс. Она была основана еще аж в 1893 году двумя английскими сестрами и процветает по сей день. Ввиду праздников очередь на входе была особенно большой, и мы, слегка уставшие, уже не стали в ней стоять. Но думаю, место интересное. Поделитесь информацией в комментариях, если бывали там. Далее в этот вечер мы просто прогуливались в сторону нашей квартиры, наслаждаясь древностью Рима в рождественском наряде. Второй день наших приключений в Риме был запланирован для посещения Колизея и других достопримечательностей, которые удобно расположены в том районе. Но прежде чем мы приступим к ним, хочу посоветовать очень удобный сервис, который мы воспользовались для покупки билетов в Колизей и не только. Сервис этот называется Tickets.com, и на нем вы найдете множество вариантов как по Риму, так и по другим городам мира. Но мой опыт пользования этим сервисом был только в Риме, потому буду говорить только о нем. Я обычно не очень доверяю разным сторонним сайтам и предпочитаю приобретать любые билеты с первых рук, так сказать. Но проведя некоторый серч на эту тему на официальных сайтах Колизея и прочих, выяснилось, что удобнее, проще и дешевле это сделать при помощи данного сервиса. Помимо перечисленных удобств, еще одним важным преимуществом Tickets.com в Риме является наличие разнообразных вариантов нестандартных билетов, которые предполагают приоритетный вход, ранний доступ, индивидуальное сопровождение и прочие подобные плюшки. А учитывая количество туристов и очереди в Риме, это в определенных местах становится прям решающим фактором. Собственно, на этом сайте я и приобрел комбо-билет в Колизей плюс Римский форум плюс Холм Палатин с приоритетным входом за всего 28 евро с человека. Билеты, к слову, продаются на определенные временные слоты, и вам придется заранее все спланировать. Спонтанность — это не про Рим, увы. Ну, собственно, с Колизея мы и начали. Колизей, конечно, главный объект как древнего, так и современного Рима, и однозначно его самый узнаваемый символ. Также это самая посещаемая здешняя достопримечательность. Ежегодно он принимает более 6 миллионов посетителей. Открыт он был в 80-м году нашей эры, а его строительство продолжалось 8 лет. Что по меркам того времени, на мой взгляд, было супер быстро. Инициатором его строительства был тогдашний император Тит Флавий, который таким образом пытался затмить правление своего предшественника. Кстати, изначально Колизей и назывался амфитеатром Флавия, в честь, собственно, императора. Задуман он был как место для проведения разнообразных увеселительных действий. Помимо всем известной роли арены для боев гладиаторов, он также использовался для охоты на животных, боев между животными и даже для реконструкции морских сражений Древнего Рима. Для этого арену затапливали водой глубиной в метр. Даже не представляю, как они это организовывали в те времена. Не менее впечатляет и его вместимость. По разным оценкам он мог принять от 50 до 80 тысяч зрителей,
что и по современным меркам еще та задача. Но судьба у него непростая, и на протяжении своего существования он выполнял роль не только главного амфитеатра Рима. Когда-то здесь было кладбище, какое-то время он служил в качестве крепости, а в совсем трудные времена выступал в качестве донора. Многие ценные элементы были демонтированы и использованы при строительстве других объектов. Но сегодня государство и меценаты озабочены его сохранением и реставрацией, на что выделяется и донатится немалые средства. С точки зрения организации, посещение Колизея оказалось весьма комфортным процессом, несмотря на действительно большое количество людей, все просто и понятно устроено. На каждом углу есть четкая навигация, и кто-то из персонала готова с радостью помочь при необходимости. А размеры самого Колизея и продажа билетов на конкретное время эффективно рассредотачивают наплыв людей, и внутри особо не ощущается их количество. По сути, оказавшись внутри, вы перемещаетесь по периметру Колизея, постепенно поднимаясь на уровень вверх и рассматриваете его разные части с разных ракурсов. При этом вам периодически встречаются определенные тематические зоны, которые поясняют те или иные особенности конструкции, уникальности использованных при строительстве Колизея материалов. В целом все понятно, если вы владеете английским языком, то особой потребности в гиде нет. Кстати, посещение зоны самой арены, точнее ее как бы подземной части, требует покупки отдельного билета. Мы не брали, но как мне показалось, вряд ли в этом есть реальная ценность. В некоторых секциях Колизея также есть возможность понаблюдать за видами на территорию вокруг, а в Риме всегда есть на что посмотреть. И самым знаковым объектом, который открывается из окон Колизея, так сказать, является триумфальная арка Константина, которая была возведена в честь победы императора Константина в 315 году и является главной и одной из трех подобных, что сохранились до наших дней. Подводя итог по Колизею, стоит сказать, что его осмотр занял у нас примерно 2 часа, и это однозначный маст в Риме. Единственным его минусом можно назвать то, что сегодня его состояние значительно хуже многих других достопримечательностей Рима. Далее в нашем плане был визит в Римский форум и на холм Палатин, которые входили в наш комбо-билет. Но так как после Колизея мы неспешно отобедали в ресторане Наумачи, кстати, неплохой ресторан для обеда в том районе, то добрались ко входу форума где-то в 15:30. А, как выяснилось по месту, он закрывается в 16:00 и сегодня уже войти нельзя. Так что учитывайте этот нюанс. Но так как форум это по сути достаточно большая археологическая территория, ее особо не спрячешь, то посмотреть на нее можно и за оградой. Если вы небольшой ценитель археологических сайтов, то этого вполне достаточно. В общем, мы не сильно расстроились, что не попали внутрь. Для тех, кто не знает, то форум это центральная площадь, где изначально был рынок, а со временем к нему добавились разнообразные здания значимых учреждений тех лет. А сегодня к созерцанию доступны некоторые его части, а в каком-то смысле все это можно назвать останками этой самой центральной площади. Самым интересным объектом среди тех, что нам удалось увидеть, это триумфальная арка Семтия Севера, которая достаточно неплохо сохранилась, учитывая возраст в 2000 лет. На этом, по сути, и закончилось наше знакомство с форумом и Палатином. Далее мы поднялись на Капитолийский холм, который буквально примыкает к форуму. Это один из 7 холмов, на котором стоит Рим и является самым низким из них. Наверху расположена довольно красивая Капитолийская площадь, откуда открываются отличные виды на форум. На самой площади расположено несколько исторически важных зданий, но главное другое. В Древнем Риме на этой площади собирался Сенат, а также находилось здание Государственного архива. Еще примечательным на площади являются 2 объекта. Первый это статуя Марка Аврелия, что расположена в центре. А второе это бронзовая скульптура капитолийской волчицы, вскармливающей 2 младенцев, Ромула и Рема, что по легенде основали Вечный город. К слову, это копии, а оригиналы находятся внутри одного из музеев на площади. В общем, площадь также значимое место Рима, но мы не особо впечатлились и, долго не задерживаясь, отправились к следующему пункту нашего маршрута. И им стал мемориал Витериана или Алтарь Отечества, как его еще называют. Находится он на склоне Капитолийского холма и выходит на площадь Венеции, что расположена у подножия холма. Это огромный фундаментальный мемориальный комплекс, посвященный первому королю Объединенной Италии, Виктору Эммануилу II. Этот помпезный комплекс, выполненный в стиле ампир, был открыт в 1911 году и строился дольше Колизея, целых 26 лет. Сей весьма юный сосед форума и Колизея вызвал негодование и массу критики со стороны римлян. Они даже дали ему прозвище «Вставная челюсть». Несмотря на критику и молодость, на меня он, откровенно говоря, произвел впечатление и понравился. Но в этом-то его и предназначение. Советовать идти или нет не буду, так как вы точно его не пропустите, когда будете в тех краях.
Культурой и историей в этот день мы насытились сполна, и пришло время испробовать гастрономическую составляющую Рима. Для этого нами был заранее забронирован ресторан Бакана, который находится неподалеку от фонтана Треви. Прежде чем я дам вам фидбэк по этому конкретному ресторану, хотелось бы сказать немного в общем о ресторанах Рима. Первое, что важно понимать, обязательно нужно бронировать все заранее, иначе в достойный вариант не попасть, и особенно на Рождество. Вам может показаться, что их очень много в Риме и что-то найдется, но это не так. Мы даже на обед не смогли попасть ни в один из ресторанов, которые я присматривал, но не бронировал. Следующий момент, который важно понимать, далеко не во всех ресторанах вкусно. Несмотря на то, что мы же в Риме и в Италии, как бы кто-то мог возразить, тут опять же лучше подготовиться заранее. И последнее, пожалуй. Рестораторы в Риме крайне ленивые, плохо знакомы с настоящим сервисом. А про дизайн я уже вообще молчу. За время нашего визита мы побывали во многих местах из разных ценовых категорий, от простых пиццерий до мест из гида Мишлен. И всех их объединяет одна общая проблема. Они не стараются ни в чем. Они крайне разбалованы большим количеством туристов. И не работают на гостя, который будет к ним возвращаться из раза в раз. Они работают на туристов, которые каждый день новые. Но возвращаясь к ресторану Бакана, скажу, что это весьма неплохое место в Риме. Было вкусно, сервис был выше среднего по римским меркам. Кухня здесь классическая и довольно неплохой выбор вин. Ужин здесь нам обошелся в 120 евро за троих с вином. Место неплохое и в целом могу рекомендовать. Наш третий день в Риме мы решили посвятить Ватикану, и для этого нужно было перебраться на другой берег Тибра. Сделать это можно по одному из 20 мостов Рима. Многие из них, если не все, также являются историческими памятниками и составляют определенный интерес для гостей города. Прогуляться по одному из них — это хороший способ, чтобы понаблюдать за жизнью Рима с другого ракурса. Но есть один, которому однозначно стоит уделить внимание. Он называется Мост Святого Ангела и является частью архитектурного ансамбля вместе с замком Святого Ангела, к которому примыкает. Это довольно грандиозное сооружение. Оно было построено в 139 году, изначально как усыпальница императора Андриана Публия. Такой себе мавзолей того времени. Но, как и в случае с Колизеем, судьба у него непростая. За время своего существования он успел побывать в роли крепости и военного форта. Какое-то время был резиденцией папы, а также и в качестве тюрьмы успел послужить. А в наши дни уже выступает в роли музея. В общем, место довольно интересное, сюда стоит заглянуть. Особенно учитывая, что он удобно расположен на пути из центра Рима в Ватикан. А теперь все же давайте перейдем к Ватикану. Он, конечно, едва ли нуждается в представлении, но, думаю, будет не лишним напомнить вам несколько ключевых фактов о нем. Итак, Ватикан — это отдельное и самое маленькое государство в мире. Его площадь составляет менее 1 квадратного километра. У него есть свои паспорта, небольшая армия, правда, на самом деле она швейцарская, а также свои банк и почта. Здесь находится основная резиденция Папы Римского. Но главное, Ватикан — это сердце католицизма и святое место для всех католиков, которых в мире насчитывается порядка 1,5 миллиарда человек. Но он привлекательный не только для паломников, но и для обычных туристов. Ведь на его территории расположены 3 выдающихся достопримечательности: собор Святого Петра, музей Ватикана, а также Сикстинская капелла Микеланджело. Собственно, с музея Ватикана мы и начали. Под емкой вывеской «Музей Ватикана» скрывается более 20 музеев, которые состоят из целого ряда выставочных залов и галерей, в которых представлены собранные за прошедшие столетия разными папами уникальные коллекции предметов живописи, скульптуры, рукописей, предметов быта и религиозного искусства. Изначально они были закрыты от общественности, но со временем стали публичными в целях просвещения. Настоящие ценители могут с легкостью провести здесь не один день. Сегодня все музеи объединены в один комплекс, и попасть сюда возможно по единому билету, приобрести который можно как на сайте самих музеев, так и в кассах на входе. Ввиду очередей это не лучший вариант. Здесь мы вновь воспользовались сервисом Tickets.com и приобрели билеты на фиксированное время и с опцией «Вход с сопровождением», которая позволяет миновать очередь. Это комбо-билет, который позволяет также посетить Сикстинскую капеллу. Стоимость билетов для 2 взрослых и 1 ребенка составила 90 евро. Основной причиной очереди в музее, помимо их популярности, является тщательный досмотр со стороны охраны, такой же, как в аэропортах. После всех этих формальностей вам выдают карту, вы можете посещать все его секции в удобном для вас порядке. Я, конечно, не буду уделять внимание отдельным экспонатам, но предлагаю вам полюбоваться несколькими, которые мне особенно приглянулись.
Блуждая порой бесконечными лабиринтами музеев, вам то и дело выдается возможность заглянуть немного из-за кулисы. Таким образом, мы заметили, что у Ватикана даже есть своя пожарная служба. А в моменты, когда вам надоест и захочется сделать паузу в просвещении, особенно если с вами дети, то там есть возможность передохнуть вот в таком красивом саду. Это, кстати, только часть так называемых садов Ватикана. Если захочется посмотреть их полностью, то для этого необходимо приобрести отдельный билет. К саду, к слову, примыкает и папский буфет, где можно пообедать. Кормят там сносно, но за пределами Ватикана можно пообедать значительно вкуснее за такую стоимость. Еще одним развлечением в музеях Ватикана является возможность сходить на местную почту и отправить себе на память письмо или открытку, что мы и сделали. Отдельный интерес, конечно, составляет Сикстинская капелла, которая была построена в 15 веке во время правления Папы Сикста IV. И главным там является потолок, который был расписан рукой самого Микеланджело. Но снимать об этом категорически запрещено, и за этим прям сильно следят. Но благо дело есть фотостоки. В общем, как музеи, так и Сикстинская капелла – это однозначно обязательная программа для Рима и Ватикана. Было интересно и познавательно. По времени все это у нас заняло порядка 5 часов. Ну и, конечно, визит в Ватикан был бы неполным без площади и собора Святого Петра. Ну, собственно, как площадь, так и собор – это однозначно самые узнаваемые виды Ватикана, которые знает практически весь мир. Здесь проходят все значимые для католиков церемонии и мероприятия. На самые главные из них здесь собирается до 400 тысяч человек. Ну и, конечно, оба этих символа притягивают тысячи туристов ежедневно. История у них тоже, конечно, достаточно богатая. Сама площадь в нынешнем ее виде была создана в 17 веке, а ее строительство длилось 11 лет. С высоты дрона площадь, аллея и собор выглядят как ключ, за что и были названы ключом Святого Петра. Отдельного внимания заслуживает так называемый Ватиканский обелиск, установленный в центре площади. Изначально он был создан еще в 13 веке до нашей эры в Египте, но в 37 году до нашей эры римский император Калигула транспортировал его в Рим. Ну а на текущем месте он был установлен только в 1586 году, а остается только поражаться тем, как этот 300-тонный обелиск перевозили и устанавливали в те времена. В целом площадь, конечно, производит впечатление и однозначно стоит внимания. Но площадь это лишь огранка. Главным, конечно, является собор Святого Петра. Он не только главный, но и крупнейший католический собор в мире. Его строительство продолжалось 120 лет и завершилось в 1626 году. Этим процессом руководили многие известные архитекторы, включая и Микеланджело. Он-то и создал величественный купол собора высотой 136 метров. А это, на секундочку, почти 45 этажей. По традиции, ни одно здание в Риме не должно быть выше купола собора Святого Петра. Собор впечатляет не только внешним обликом, но и, конечно, внутренним убранством. Но желающих туда попасть настолько много, что даже в самые обычные дни вам придется простоять в очереди, чтобы попасть внутрь как минимум пару часов. Есть, конечно, вариант покупки входных билетов заранее и без очереди, но мы этого почему-то не сделали, а желания стоять в очереди не было. Поэтому внутренний антураж собора остался для следующего визита. На этом культурная программа третьего дня подошла к концу, и завершить день мы решили ужином в ресторане Полдо и Джоанна Астерия, который я и хочу вам порекомендовать. Этот ресторан входит в список гида Мишлен в Риме, но при этом имеет весьма адекватный прайс. Работает он только 2,5 часа на обед и 3 часа на ужин. Место популярное и бронировать обязательно. К моменту открытия на входе уже была целая очередь из забронировавших, которые в итоге обеспечили полную посадку в ресторане. Интерьер в ресторане не впечатлил, но кухня и выбор вин были отличными. Меню традиционная романская кухня. Здесь у меня была, пожалуй, самая вкусная паста карбонара ever. Однозначно очень рекомендую это место. Ужин здесь нам обошелся в 110 евро. Последний день наших римских каникул мы начали с визита в традиционное для нас место, а именно в ботанический сад Рима. Как я уже неоднократно говорил в моих видео, с ботаническими садами у нас отдельная любовь, и при наличии такового мы всегда стараемся там оказаться. И в этом смысле Рим не стал исключением. Не скажу, что я многого от него ожидал, учитывая его небольшие размеры на Google Maps, но все же общее величие Рима томило надежду и на величие сада. Но, забегая наперед, скажу, что эти ожидания не сильно оправдались. В целом сад небольшой и зажат в плотной застройке района Трастевере. По римским меркам он достаточно молод и был основан в 1883 году. Как и многие прочие ботанические сады в Европе, он был создан с целью выращивания и исследования разнообразных целебных трав и растений. Сегодня же визит сюда – это прекрасная возможность несколько передохнуть от шумного и суетливого города. Вход в сад платный, составляет 4 евро с человека. На его территории, как и положено садам, есть разнообразные тематические зоны, всякие инсталляции, пруды и фонтаны. Это, конечно, далеко не самый выдающийся сад из тех, в которых нам довелось бывать, но все же стоит заглянуть, если у вас будет лишнее время в Риме.
Проведя в саду около часа, мы двинулись далее изучать район Траставере, который многие путеводители считают наиболее самобытным районом Рима. Район Траставере можно было бы назвать старым городом, если бы мы говорили не о Риме. Его можно охарактеризовать как самый исторический, самый итальянский район города. Все дело в его аутентичной атмосфере, которая присуща многим небольшим итальянским городкам. Особенно контрастно это ощущается в сравнении с фундаментальной и парадной центральной частью Рима. Достигается этот эффект в основном за счет узких улочек, старинных зданий и уютных площадей, которые придают этому району особое очарование. Несмотря на местами видимую запущенность и небрежность, он выглядит весьма атмосферно, а потеряться в его кварталах и есть основная задача. Помимо особой атмосферы, Траставере известен как гастрономическая локация, где расположено много хороших тратторий, пиццерий и кафе. Также здесь достаточно бурная ночная жизнь из-за обилия баров и клубов. Большинство здешних заведений выглядит весьма простенько, но блюда там отменные и приготовлены согласно традиционным рецептам. Это фишка Траставере. Но опять же, нужно бронировать заранее, либо придется постоять в очереди, как мы в районе часа. И тут вам хочу порекомендовать отличную пиццерию Дар Поэта, где мы неспешно провели остаток дня, наслаждаясь отменной пиццей и шикарной погодой, как для декабря. Место крайне простенькое, но еда того стоит. Обед здесь обошелся нам в 60 евро. На этом мы и закончили наше знакомство с Вечным городом. Конечно, в Риме еще остались неизведанные нами обязательные места, как минимум вилла Боргезе и несколько менее значимых. Но оставим их на другой раз. Откровенно говоря, Рим у меня вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, очень впечатляют основные символы величия Рима, а с другой стороны, он уж больно переполнен и избалован туристами, что не лучшим образом сказывается на сервисе и прочих аспектах. Но, как говорится, Рим хоть раз в жизни нужно увидеть. Спасибо за внимание, не забывайте про лайк и подписку, алгоритмы YouTube по-прежнему это любят. И до встречи в новом месте.